Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня я вам представляю вот такие митинги. Так они смотрятся на руке. И вы знаете, я хочу сразу отметить то, что они, скажем так, двусторонние. Сейчас вам покажу, как это выглядит на изнаночной стороне. Узор, я думаю, всем знакомый. Он действительно такой ходовой. И, наверное, у каждого из нас связано что-то, какое-то изделие этим узором. Это вот у меня, видите, на левой стороне получается левая митинка. И она отлично смотрится с двух сторон. И правая. На правой руке точно так же. Видите, можно просто взять, вывернуть наизнанку. И они отлично смотрятся с двух сторон. То есть я считаю, что это действительно то, что вот нужно иногда, потому что действительно можно носить, скажем, и с одной стороны, и с другой. Вот такие митинги получились. Что касается вязания, они очень вяжутся быстро, просто. Метраж здесь 250 метров на 100 грамм. Я потом все расскажу, как я вязала. И хочу обратить ваше внимание на то, что видео не очень, скажем, маленькое для таких изделий, потому что здесь я хочу и обращаю внимание на некоторые нюансы. В частности, что касается у нас прибавок на большом пальчике. Так, вот это вот у нас это левая сторона, да. Это у нас так смотрится. Если вывернуть на лицевую сторону, на лицевой стороне у нас получается вот таким образом видно прибавочки. Если ближе рассмотреть, вот так они выглядят. Так, и сразу могу сказать, чтобы не ошибиться, где правая, где лицевая, где изнаночная сторона, можно посудить вот по этой вот линии, по косичке, которая она идет. Видите, если она идет вот таким образом, то есть с этой стороны, значит, это у нас будет левая митинка. Что касается правой, у нас идет вот эта вот косичка, тоже уже с правой стороны, и так можно не запутаться. Пальчик у нас связан индийским клином, вяжется очень быстро, очень легко, и это, скажем, один из моих любимых способов вывязывания большого пальца. Кроме того, я вам покажу, как спрятать, скажем, небольшие дырочки, если они получились в отверстии большого пальца. Я имею в виду вот здесь. Вот видите, если поближе рассмотреть, то здесь они абсолютно ничего не видно. И с одной стороны, вот видите, и с другой. Хотя у меня были здесь небольшие дырочки. С другой, на другом пальчике то же самое. Видите, оно все попрятано. И ничего не видно. Кроме того, я хочу обратить внимание на то, как я закрывала петли. Петли я закрывала, ну, скажем, не очень обычным способом. Вот так смотрится это закрытие на лицевой стороне и на изнаночной стороне. И вот эта вот косичка, видите, она видна, но она видна на изнаночной стороне. И, в принципе, оно очень хорошо смотрится также и с изнанки. И большой пальчик. Вот такое вот закрытие. Оно, знаете, плавное такое на лицевой стороне. И сейчас я вам покажу, как это закрытие смотрится на изнаночной стороне. Вывернем наизнанку. Вот так оно смотрится на изнаночной стороне, это закрытие. И на большом пальце. Вот, если посмотреть со всех сторон, видите, оно такое вот, скажем, здесь небольшая косичка на изнанке. То есть это закрытие такое двустороннее. Если кого-то заинтересовали такие митинги, вы можете смело их связать. Единственное, могу сказать следующее. Если у вас размер руки немножко больше, вы можете связать спицами немножко размер больше. Эти митинги связаны диаметра спиц 3,5. Если у вас рука немножко побольше, вяжите, допустим, четверкой. А если поменьше ручка, можете на спице номер 3. Приступаем. Что касается пряжи, Alize Alpaca Royal на 100 грамм 250 метров. Состав: 55% акрил, 30% альпака и 15% шерсть. Так, цвет у нас Color 01. Спицы номер 3,5. Я буду вязать
методом Magic Loop. Так, круговые спицы 80 сантиметров. Если вы еще не умеете пользоваться, скажем, этим методом вязать Magic Loop, можете посмотреть на канале. У меня есть отдельное видео. Очень удобный способ. Мне он очень нравится. То есть на чулочных спицах я практически уже не вяжу. Так, и набираем 40 петель. Можно набирать самым обычным способом. Я набираю эластичным способом. Также на канале у меня есть отдельное видео. Можете посмотреть. Так, и у нас узор вот такой вот будет. Это у нас поворотное вязание. Вот таким образом как бы он будет выглядеть. Но я вам сейчас покажу шапку, которая связана вот этим вот узором, и будет более наглядно. Так, вот такая вот шапка связана вот этим вот узором. Я думаю, вы знаете этот узор. Он такой самый ходовой и очень подходит для шапки. Но я хочу связать и митинги этим узором. Так, что касается самого узора. Нас, конечно, интересует поворотное вязание, потому что у нас будут митинги. Так, в поворотном вязании у нас будет 2 ряда, которые не будут повторяться. Первый ряд будет следующий: 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. И так повторяем до конца ряда. Второй ряд: 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные. И вот эти вот 2 ряда повторяем все время в круговом вязании. Что касается поворотного, я оставлю в описании под видео. Можете посмотреть, как вязать этот узор в поворотном вязании. Также я оставлю тоже описание и в круговом вязании. Итак, набираем 40 петель и вяжем вот этим вот узором. Так, я уже провязала здесь 10 сантиметров. Будем делать прибавки для формирования большого пальца. Это у меня будет правая митинка. Правая. На этой спице провязываем 3 петли. Так, но мы сохраняем вот этот узор, потому что я буду вязать именно этим узором. Так, вот смотрите. 3 петли провязала. Надеваю маркер. И после этих 3 петель будет прибавка из протяжки. Поскольку это у меня будет правая ладошка. Берем протяжку вот таким образом, набрасываем на левую спицу и за заднюю стеночку делаем прибавку. Вот так. Это у меня будет первая прибавка. Дальше мы будем вязать по узору. Вот мы идем дальше. Так, вторую часть провязываем. Дальше опять 3 петли вот эти провяжем и провяжем полностью. То есть прибавки будем делать через ряд. И таких прибавок у меня будет 12. То есть получится, мы должны провязать еще 24 ряда, делая прибавки после 3 петель. Вот здесь вот таким образом. Еще раз покажу. Набрасываем протяжку на левую спицу и за заднюю стеночку делаем прибавку. Так, дальше сохраняем наш рисунок полностью. И вяжем таким образом, как я сказала, 12 прибавок и всего 24 ряда. Так, я уже набрала 12 дополнительных петель на палец. И в сантиметрах у меня получилось расстояние 17. Сейчас будем снимать вот эти вот петельки, которые для пальца, на отдельную нить. Сначала провяжем 3 петли, как мы провязывали все время. Сохраняем этот узор. Так, и вот эти вот 12 петель переснимаем на отдельную, ну, или спицу, или ниточку. Ну, конечно, лучше, чтобы оно было удобно нам делать мерку. После этого стягиваем вот так вот ниточкой.
Можно завязать, чтобы они не потерялись, эти петельки. Маркер нам уже не нужен. И сейчас мы замыкаем вязание в круг. Вот таким образом. И дальше вяжем. Сначала следующую петлю провязываем туго. Но смотрите внимательно за рисунком, чтобы он у вас, скажем так, подходил по раппорту этому. 3 петли лицевые, значит, следующий у нас должен быть изнаночная петля. Вот она. Подтягиваем туго. Вот таким образом. И дальше опять идут 3 лицевые. И дальше вяжем на свое расстояние. Я буду вязать до мизинца, точнее до середины ногтя на мизинце. Вот таким образом. Так. Вот. Чтобы закрывали наши митинги половину мизинца, половину ногтя мизинца. И вот на данном этапе вот так выглядят они на руке. И с этой стороны. Рисунок двусторонний, то есть одинаково будет и с изнаночной стороны, и с лицевой стороны. Так, провязала я свою длину. Она у меня получилась 25 сантиметров. И если от расстояния вот от большого пальца до закрытия у меня получается 8,5 сантиметров. Сейчас будем закрывать петли. Первая петля у меня изнаночная. Провязываем ее изнаночной. Затем набрасываем опять на левую спицу и смотрим внимательно. Она у нас следующая петля лицевая, значит будем провязывать лицевую за заднюю стенку. Вот таким образом. Опять набрасываем на левую спицу. У нас идет следующая изнаночная, значит мы будем провязывать изнаночной. Но вот таким образом. То есть ниточка уже будет впереди. И повторяем. Опять изнаночная. Набрасываем назад. Возвращаем, точнее, эту спицу, петельку. И закрываем петли. Опять у нас изнаночная. Потом у нас идет лицевая. Набрасываем и закрываем уже за заднюю стенку лицевой. Что у нас получается? Вот такой вот край. По той стороне по изнаночной и по лицевой. Я уже полностью закрыла петли. Вот таким образом так закрытие выглядит на лицевой стороне и на изнаночной. Получается такая вот, скажем, небольшая косичка. По лицевой стороне ее не видно. Так, это у нас правая митенка. И на руке она выглядит следующим образом. Как я и говорила, закрывает половину мизинца, ногтя на мизинце. Вот так выглядит на ладони и по тыльной стороне. Ну, эта пряжа не постирана, она когда постирается, она будет еще мягче и, скажем, более нежнее, потому что сейчас она не то что грубая, но немножко такая, скажем, сильно ворсистая. Вот это вот альпака состав и плюс еще акрил. Вот это вот все вместе дает еще такой эффект. Но после стирки оно выровняется, будет намного мягче эта пряжа. У меня уже провязано 10 сантиметров.
Так же, как вот в этой правой митинге, до формирования большого пальца. И сейчас будем делать прибавки для большого пальца. Так, ну, если в правой митинге мы формировали палец, 3 петли мы с вами в начале вот этой спицы откладывали, то на левой мы будем для формирования большого пальца откладывать 3 петли. Вот они, я уже пометила маркером. Делать прибавки мы будем уже до маркера. Так, чем отличается правая митинг от левой? Прибавки для большого пальца на правой делаются после маркера, а на левой спице делаются прибавки до маркера, то есть не доходя до маркера, вот здесь вот. Они также будут делаться из протяжки, точно так же, как и здесь, но единственное отличие еще будет в том, что если мы на правой митинге делаем прибавочку из протяжки и провязываем за заднюю стенку, то здесь мы будем делать прибавку из протяжки, но провязывать мы будем уже за переднюю стенку. Я вам сейчас покажу, когда дойду вот до этого маркера. Провязываем сейчас петли ладони вот до маркера и беру из протяжку. Вот таким образом. На спице она. Это прибавочку делаем за переднюю стеночку. Ну и, конечно, подтягиваем. Переснимаем маркер, провязываем по рисунку наши эти остальные 3 петли. Вот таким образом на левой митинге, так же как и на левой варежке, делается прибавочка именно до маркера за переднюю стеночку. Ну вот, как я уже показывала, вот таким образом выглядеть. Вот формируется этот пальчик. И все петли, которые мы с вами набираем, 12, это именно они пойдут все на палец, на большой палец. Провязываем дальше самостоятельно. То есть через ряд опять мы делаем такую же самую прибавочку. Именно через ряд, так, прибавочки. Что касается дальнейшего вязания этой левой митинги, я уже показывать подробно не буду, потому что оно будет аналогичное, точно такое же, как и правое. То есть дальше мы переснимем, когда наберем 12 петель для большого пальца, мы переснимаем на ниточку отдельно, так, соединяем наше вязание в круг и вяжем столько же, такое же количество рядов, как и на правой митинге. И закрываем точно так же. Так, единственное, я, конечно, покажу, как вяжется вот этот большой пальчик. Теперь вяжем большой пальчик. Так, вот эти петли, которые у нас на ниточке, мы их переснимаем на спицу. Спицы того же самого размера, что и вязали основное полотно. Кроме этого, мы еще будем добирать петли, потому что у нас пока 12 петель. Так, вот последняя петля, смотрите внимательно. Если она где-то затерялась, вы можете просто вот взять вот таким образом и вытянуть за 2 ниточки. Она вытягивается, эта петля. То есть, если так посмотреть, видите, она где-то затерялась, и ее, в принципе, тяжело найти. Значит, за обе ниточки потяните, и вот она, вот эта петля. Последняя. Так, значит, на одной спице 6, на второй 6. И еще мы с вами будем дополнительно петли набирать, потому что, вот видите, если посмотреть, у нас есть такое вот место, где соединить, конечно, мы так не можем. Поэтому отсюда мы доберем петли. Их всего у нас будет, ну, я думаю, 4. Так, берем ниточку сейчас в работу, присоединяем. Начинаем вот отсюда. Конечно, смотрим внимательно на наш узор. То есть пальчик у меня будет также вывязан таким же самым узором, что и основное полотно. Так, начинаем провязывать. Там у меня будет изнаночная,
вторая будет лицевая, третья лицевая, еще лицевая, дальше изнанка и лицевая. Переходим на другую сторону. Вот это будет тоже лицевая, лицевая, изнаночная и все остальные тоже лицевые. Сейчас добираем петли. Смотрите внимательно. Так, аккуратненько нужно добрать, не спеша, чтобы было красиво. Так, можно вот эту вот протяжку, видите, она будет широкая, поэтому можно, в принципе, поднять ее и сделать перекрещенной. Вот таким образом. Одну петлю мы взяли. Вот отсюда можно взять вторую. Так, дальше вот отсюда можно взять третью. Ну, если посмотреть, немножко, скажем, некрасиво будет, потому что дырка большая. Поэтому можно вот здесь, вот ниже. Ну, то есть, и вот опять, видите, опять дырка. Нужно посмотреть, все-таки, скажем, продумать какие-то варианты, чтобы петли были набраны красиво. Так, вот у нас получается вот здесь вот мы должны взять еще и здесь. Немножко опустимся. Пока неудобно. Палец вязать, конечно, довольно-таки неудобно. Так, можно вытянуть даже. Леска у меня длинная, позволяет. И еще одна петля. Можно даже с помощью крючка, если, скажем так, не получается спицами. Крючок тоже очень может помочь. Вот это вот можно посмотреть, взять даже вот таким образом, видите? Ну, конечно, стягиваем, чтобы оно у нас было более, скажем, плотным. Вот я набрала петли все. У меня получается 16. Как раз подходит по рисунку. Раппорт у нас 4 петли, да. Так, и сейчас мы с вами будем провязывать вот этот палец. То есть дальше мы вяжем по рисунку вот этот пальчик аккуратненько, не спеша, для того, чтобы тоже был красиво сформирован наш этот пальчик. Единственное, что, конечно, подтягивать эти вот места, где мы набирали петли. Пока эту ниточку вытяну, чтобы ее подтянуть. Вот таким образом. И дальше подтягиваем, делаем полностью. Так, вот смотрите, уже полностью провязана у меня митенка, пальчик вывязан. Так, и что касается вот здесь, вот как я вам говорила, под пальцем есть небольшие такие вот отверстия. Дырочки все-таки они есть, поэтому их как можно ликвидировать. Выворачиваем наизнанку, смотрим внимательно. Вот у нас есть ниточка, которую мы присоединяли для вывязывания пальчика нашего. И вот эти вот у нас, так сказать, некрасивые пустоты образовались. Поэтому их можно ликвидировать следующим образом. Смотрите, сейчас эту ниточку мы проденем в иголку. Для того, чтобы быстрее было, мы сделаем следующим образом. Захватим ниточку. Так вот будет быстрее. Так, и что касается вот этого нашего... Так, наверное, лучше вот таким образом сделать. Смотрите, можно просто вот соединить эти наши петельки.
протянуть ниточкой, и все закрывается. Сейчас это делаем на изнанке, а потом вывернем и посмотрим, как оно будет по лицевой стороне. Здесь можно вот так вот образовать. И то есть ниточки вот эти вот, скажем, немножко как бы позашивать. Они абсолютно будут не видны на лицевой стороне. Ну, я думаю, достаточно. Можно обрезать эту ниточку. Выворачиваем на лицевую сторону. Сейчас вот я одену и посмотрим, что у нас получается. Вот смотрите. Видите, ничего нету. То есть все попряталось, поэтому вот таким образом у нас получилась правая митинка.